В Ледовом побоище и на Куликовом поле не было пехоты. Русские стрельцы не воевали в Красном. И шведский король Карл XII не нападал на Россию. После школы у нас сложилось представление об истории страны, и у него мало общего с выводами современных историков. Некоторые ошибки давно фигурируют в учебниках, что-то доставляют киноделы со своим особым взглядом. И в других странах косяков предостаточно. Но пробежимся по военной истории России. Нам-то это ближе. Всем привет! Вы смотрите канал «Хлам знаний». Хз, если коротко. А значит, узнаете что-то новое. Смотрите до конца. Будет о чем завести разговор в компании друзей. Миф первый. Древнерусский воин – это мужик в рубахе с копьем и щитом. Ну, это было справедливо гораздо раньше, когда древние славяне выбрались из своих болот, огляделись, объединились в племенные союзы и организовывали первые туристические туры по Европе. Шпили тогда еще не настроили, поэтому предки развлекались стычками с местными аборигенами и изредка грабили викингов. Естественно, ответка им тоже прилетала. Толерантностью партнеры не злоупотребляли. Но к приходу Рюрика славяне давно переформатировались. Воины-профессионалы имели доспехи и клинки от лучших производителей Европы и Востока. А с рождением государственности племенные гопники в рубахах обнулились естественным путем. Войной стали заниматься контрактники из княжеских дружин. И сборная Руси выступала на поле противника в отличной экипировке. Забот хватало. То щит хазарам надо приколотить на ворота, то всяких угро-евро-немцев выкупать. Городские ополчения состояли только из благородных людей города, тоже воевавших в доспехах, а с конца XI века почти исключительно конными. И простые мужики за рогатины и копья брались только при обороне стен, если уже без вариантов было. Миф второй. Древнерусские воины сражались мечами, выкованными русскими кузнецами. Фантастические русские мечи с характеристиками круче дамасских клинков не существовали. Качество наших болотных руд и нормальный доспех позволяло делать с трудом. А так как путь из Варяг в Рики удачно пролегал по нашим землям, то купцы привозили прекрасные клинки из лучших кузнец Рейна. Да, сугубо русские клинки встречались, но крайне редко и популярностью не пользовались. Воину нужно качественное оружие, от этого зависела его жизнь. И князья оценили свои жизни, поэтому вооружали дружину как следует. А собственно хорошая сталь на Руси появилась лишь с освоением Урала. Миф третий. Русичи были мирными, ни на кого не нападали и только защищались от врага. Не стоит думать, что славяне поступали, как в классических немецких фильмах про любовь. Типа «пришел, увидел, отлюбил». Ну вот ни разу нет. Они, поскучав немного под властью готов, сходили с гуннами на экскурсию в Европу. Понравилось так, что и в последующие века от них доставалось всем, никого вниманием не обделили. И предки русичей были такие же. Залитые кровью и качественно разграбленные города Византии и Персии, в которые они врывались под зарево пожаров, мелькают на страницах хроник того времени. Затем прибили щит на вратах Царьграда и разгромили Хазарию, сверхдержаву тех времен. Завоевание Великого Болгарского царства, правда, сорвалось из-за ромеев. Бывает. Бить и грабить соседей князья ходили при любой возможности, аж по самую Чехию. Новгородские бригады, к примеру, мирно и незлобливо ходили выколачивать дань с земель основательно, как на работу, от Финляндии и до Перми. Под боком у Руси находилась степь, и в ней, вот незадача, водились степняки. И рейдовали они к соседям-русичам за едой и рабами регулярно, по графику. Нет, это не хобби у них такое было. Не сусликов же им по норкам ловить для пропитания. Ведь с голода можно и копыты откинуть в степном ковыле. Вот на этом неспокойном участке русичи и защищались, и при малейшей возможности ходили к степнякам с ответными визитами вежливости и зачистки совести. И ведь никакого эпического противостояния не было. Степняки и русичи воевали, создавали союзы и гуляли свадьбы. Нормально для того сурового и жестокого времени. Сегодня друг друга режем, завтра гуляем на Перу, послезавтра опять режем. Дело-то житейское. Миф четвертый. Тевтонский орден мечтал поработить русские земли. Ну, скажем, немного не так. Не русские, а совсем даже балтские и эстские. Морское побережье – это не только красиво, но и полезно для экономики. И конфликтовали русские князья с крестоносцами за сферы влияния в Балтике. Многие местные племена веками были данниками русских. А так как шведская семья – это не наш метод, то и чужой род явно был лишним. Новгород и Полоцк не на шутку возбудились появлением партнеров с крестами и мечами. И в ответку на отжатие нескольких малых княжеств Ливонии стали часто ходить в гости к немцам для решения налоговых споров. 8 только крупных военных походов мирных русских князей на агрессивных тевтонцев зафиксировано с 1203 по 1234 год. Ведь дань сливов и эстов вполне уважительная причина.
Ответные визиты немцев были редкими. Куда им до нашего размаха? Нет, рыцари при взятии Гданьска учинили жуткую резню. А в Пскове все было в рамках политической борьбы. И ледовое побоище происходило на немецкой территории. Рыцари неудачно перехватили очередной гостевой визит русских, недовольных политическими раскладами в Пскове. Только и всего. Миф пятый. В ледовом побоище и на Куликовом поле врага сдерживала русская пехота. Да, она была, но в очень небольшом количестве. Пешими иногда воевали новгородцы, но и они до цели добирались на ладьях или конными. Остальная Русь и Европа уже с конца XI века пересела на коней, и пешие воины в основном использовались только для охраны обозов. А русские мужики в рубахах с топорами и кольями – это дань увлечения интеллигенции XIX века романтической народностью и вымысел тогдашних историков, не знающих вариантов войны без массовой пехоты и при поддержке кавалерии. В реальных битвах русского средневековья воевала именно дружинная конница. Она дралась в княжеских междоусобицах и на Калке, и на Чудском озере, и на Куликовом поле. Потом ее заменила поместная конница, а знаменитые стрельцы работали в основном из полевых укреплений, прикрывая артиллерию. Массово применять пехоту в русских войсках начали только после смуты, в середине XVII века, когда стали создавать полки нового строя. Повлияли западноевропейский опыт и превосходство конницы Речи Посполитой. А до того русский воин – это прежде всего всадник. Миф шестой. Стены кремлевского типа с резными зубцами – русское изобретение. И тоже мимо. Не надо ехать в Италию, чтобы в этом убедиться. Посмотрите фотографии замка Сфорца. Московский Кремль и все его производные, вплоть до Смоленской стены, создавались на основе итальянской фортификационной школы Ренессанса. Сначала итальянскими мастерами. Поскольку итальянская фортификация мало известна, а Кремль веками в центре европейских новостей, этот стиль стали считать русским. Да, русским он действительно стал, несмотря на торчащие из него итальянские уши. Есть даже история. В Италии со времен разборок гвельфов и гибеллинов форма зубцов крепостных стен была вопросом политическим. Сторонники римских пап делали зубцы крепостей прямоугольными, а сторонники императоров – раздвоенными, как крылья геральдического имперского орла. Когда встал вопрос, какими делать зубцы Московского Кремля, после недолгих размышлений решили: православным государям неуместно иметь на крепости зубцы, как у поддерживающих Ватикан гвельфов. Сделаем раздвоенными. Миф седьмой. Копье было основным оружием русского всадника с древности и до Петра I. Помните русского богатыря? Могучий такой, в кольчуге, со щитом и копьем. И вместо древнерусской брони ему часто рисуют доспехи XVII века с броневыми щитками разных типов, хотя они времен не богатырских застав, а Д'Артаньяна. Если кто не в курсе, он был гасконцем. Хотя армянская диаспора вполне могла и договориться с Дюма, кто знает. А вот копье было главным оружием русского всадника с момента массового появления конницы. Но, только до середины 15 века. А потом в Великом княжестве Московском на место могучих, но очень дорогих дружинников-копейщиков на породистых конях пришла масса поместной конницы со степным комплексом вооружения. И главным оружием русской конницы стали луки со стрелами, которые со временем сменились пистолями. В рукопашной сражались с саблями, и таранного удара копьем они наносить не могли. Дешевые кони и седла степного образца не давали упора сзади, но позволяли удобно крутиться и посылать стрелы. Воины других русских земель дольше не прощались с копейным боем, а гусарских хоругвий Речи Посполитой вплоть до XVIII века. Миф восьмой. Стрельцы носили красные кафтаны. Помните классический образ стрельца в красном кафтане с бердышом наперевес? К сожалению, реальности он почти не соответствует. Во-первых, встречались стрелецкие приказы с синими, желтыми и зелеными кафтанами. Красные, конечно, встречались чаще, но они имели до 6 разных регламентированных оттенков в зависимости от принадлежности полка. А во-вторых, цветная одежда была именно парадной формой, дорогой и четко церемониальной. А служили и воевали стрельцы в простых и дешевых суконных кафтанах коричневого, серого и черного цвета. И стрельцы, отважно сражающиеся в ярко-алом кафтане, выглядели бы так же логично, как танкисты в танке в парадке с дембельскими аксельбантами. Но все немного сложнее. Были 2 вида российских стрельцов – московские и городовые, расквартированные в приграничных городах. Плюс стремянные, но их было мало, и они составляли особую стражу государя. У городовых были некрашенные кафтаны, но иногда им могла жаловаться и цветная форма, для ношения сугубо по праздникам. Московские носили всегда из цветного сукна. Некрашенный вариант они могли носить из соображений экономии. На войну же шли в цветном. Миф 9. Войска европейского типа в России появились только при Петре I. А до него типа воевали по старинке.
поместной конницей и стрельцами. Русские правители не были идиотами, и в военном деле со времен юного Ивана Грозного ушли далеко вперед. Во время смуты московские полки воевали с союзными им шведами и могли наблюдать более эффективную практику, а Михаил Романов превратил русскую армию в максимально современную. Из Европы в большом числе приглашались опытные офицеры и даже целые полки наемников. По их образу и подобию и создавались полки нового строя – пешие солдатские и конные ритарские. Они показали большую эффективность в сражениях с войсками Речи Посполитой, чем поместная конница со стрельцами. И к началу новой большой войны в 1654 году основную ударную силу армии царя Алексея Михайловича составили полки солдат и ритар, обученные опытными европейскими офицерами. Хотя внешне они и были похожи на стрельцов, но отличались высокой дисциплиной и выучкой. Они умели маневрировать в бою и имели на вооружении пики для сдерживания атак конницы. Именно эти войска разбили литвинов и дошли до Вильна и Ковна, показав мощь легионов Третьего Рима. А петровские реформы стали лишь следующими шагами по пути, проложенному еще его дедом, и по более передовым западноевропейским стандартам. Миф 10. При Петре I шведы напали на Россию для завоевания. Даже в школьном учебнике все наоборот, но вскользь, и затмевается Полтавской победой. Но что делали шведы под Полтавой? И пораньше, при Лесной, у Пропойска. Явно Русь пришли покорять, за это и полегли. Но началось с того, что Россия, Речь Посполитая, Саксония и Дания решили отобрать у шведов южные и восточные берега Балтики, которые шведы ранее отжали у русских, поляков, немцев и датчан. А живущие там прибалты всю эту постороннюю на их землях публику искренне не приветствовали. Но мнение прибалтов во все времена было всем пофигу. Когда сборная русских, поляков с литвинами и саксонцами и примкнувшими датчанами дружно пошли бить шведов, дела пошли не по плану. Фанат войны Карл XII со своим небольшим, но отборным войском решил, что праздник начался. Он разбил под Нарвой вторгшихся русских и быстренько вышиб из войны Данию. Пока Петр I укреплял стены Смоленска и переплавлял колокола на новые пушки взамен потерянных под Нарвой, папа Карла XII гонялся по полям Речи Посполитой за саксонской пехотой и шляхетской конницей. Разобравшись с поляками и саксонцами, Карл XII пошел с ответным визитом бить русских, которые за это время опять отжали приличный кусок Прибалтики. Но обломился. При Лесной случился первый большой конфуз, а Полтава стала для шведов тем же, что Березина для французов, а Сталинград для немцев. И вся эта история опять не про гадких европейских завоевателей, которые снова пришли неволить мирных добрых русичей, которые, естественно, никогда ни на кого не нападали и построили огромную державу исключительно от любви. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Спасибо, что досмотрели до конца. Будьте здоровы и до новых встреч на канале ХЗ.